اليوم بدنا نحكي عن ديماش كيف غنى الفوكاليز. Сегодня мы поговорим о Димаше, о том, как он поет «Аве Мария». بالأساس Все мы знаем, что «Аве Мария» изначально была сочинена Шубертом, и это опера, которую исполняют самые известные музыканты мира. Игорь принял вызов, потому что он взял известную музыку и снова поработал над ней в своем собственном стиле. И это непросто. Он выиграл испытание, потому что знает, с каким голосом он будет работать, конечно, ставя на голос Димаша. Он выиграл испытание, потому что знал, какие пространства, возможности и выражения существуют в этом голосе. Поэтому он написал эту пьесу специально для голоса Димаша, потому что нет другого голоса, который мог бы это исполнить. Игорь писал музыку на 3 тонах. Он начал с соль диез, затем с до и закончил в ми бемоль, находящийся в 7-й октаве. Димаш поет с выражением и дыханием на все 100%. Это правда, что здесь нет мелкой ошибки, хотя такое пение требует затрудненного дыхания и утомляет голос, и очень возможно ошибиться. Димаш идеален, прекрасен, и в нем нет ни малейшего усилия. Вся духовность, все самовыражение, весь контроль здесь. Никто не может сделать это на очень высоких нотах. Я хочу сказать, что Димаш пел в 8-й октаве чистым безударным голосом. То есть он добавил новые ноты в свой голос, пространство. И это очень ясно и без усталости. Он дал все желаемое чувство без каких-либо слов. Поэтому люди, любя, слушали его и чувствовали, что в его голосе было что-то новое. И я говорю, что он использовал только часть своего голоса, поэтому он способен еще на многое. В конце я хочу сказать, что есть большая часть голоса Димаша, которую мы еще не слышали. Я уверен в этом, особенно в том, что он преуспевает в эмоциональном мистическом пении и импровизации, и все это требует особой философии. Я назвал Димаша философом пения, потому что у него особая мысль, философия и послание. Он пытается донести это до людей, и ему это удается, и он входит в сердца. Мы молча смотрели «Аве Мария». Соль диез поет восходящий к 5-й. Повторяется своим голосом, пианиссимо и абсолютным контролем дыхания с меццо-форте. Ясным ангельским голосом, очень ясным, выражающим великую духовность. Ми бемоль возносится к 7-й октаве, поет силой форте и великолепно ощущается и повторяется с изменением длины нот. Соль диез поет, делает ми бемоль. Он поет в 8-й октаве соль. А ми бемоль в 8-й октаве. У меня нет этого на клавиатуре. Затем он завершает си-до, конец 7-й октавы. Это вошло в чувство всех людей, которые разбираются в музыке, и тех, кто не знает. Он прибавил к своему голосу, как я уже сказал, и открыл его громче. Он всегда преподносит сюрпризы. Мы не можем предсказать, куда он дойдет, его голос. Мы желаем ему всего самого наилучшего, общаться со многими композиторами, сочинять музыку самому, потому что у него прекрасные идеи и музыка. Я уверен в этом, и он хочет выразить это. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.